Я хотел бы представить доклад, который будет, скажем так, затравочкой. Алексей Чернобровов, консультант по аналитике и маркетингу. Как выбрать модель атрибуции, исходя из задач вашего бизнеса? Многие в кулуарах мне задавали вопросы про то, как подключиться к CPA. Вот как раз Алексей детально и наглядно покажет из своей практики на примерах, как это сделать. И сразу после доклада и вопросов у нас начнется панельная дискуссия, где мы в более явном виде и детальном виде коснемся этой темы. Пожалуйста, Алексей Чернобровов. Спасибо большое. Кликер. Класс, у меня будет даже кликер. А что жать? Вверх, вниз? Окей. Всем привет, меня зовут Чернобровов Алексей. Я сегодня буду рассказывать про модель атрибуции. Я немножко приболел, поэтому, возможно, у меня будет немножко гундосый голос. Ну, постарайтесь потерпеть. Немножко про себя. Я примерно 10 лет занимаюсь e-commerce, консультировал очень крупные магазины, потом консультировал очень маленькие магазины. Еще параллельно я с этим занимался математикой. У меня даже есть справка, что я кандидат физмат-наук. То есть я буду сегодня немножко рассказывать про математику. Я могу это делать достаточно долго и занудно. Постараюсь вас этим не мучить. И, собственно, темой сегодняшнего доклада мы будем говорить об атрибуции. Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, что такое модель атрибуции. Вау, не все. Класс. Значит, я буду рассказывать по делу. Окей, я расскажу, что такое модели атрибуции, почему они не работают, и самое важное в докладе будет, что делать-то. Потому что многие рассказывают, что модели атрибуции не работают, и на этом доклады заканчивают. Я расскажу, что делать, и, соответственно, после этого расскажу пару простых примеров, как это может работать. Итак, модель атрибуции. Если вы закроете Google Analytics или Яндекс.Метрику, вас попросят выбрать какую-нибудь модель атрибуции. Как правило, по дефолту стоит last click или last not direct. Что это значит? Что все доходы будут присваиваться той рекламной кампании или тому каналу, который был последним в цепочке визитов пользователя. Причем у Google Analytics есть некоторые баги, что если последний визит был после заказа, он может присвоить ему. Будьте с этим аккуратней. First click, соответственно, логичная история, когда присваиваются все деньги, которые я получил, все деньги с заказа присваиваются визиту, который был первый в цепочке. Чуть более сложная история – это U-Shift. Она выглядит как параболка, она у меня второй представлен на графике. Это когда присваиваются больше 50 на 50, 40 на 40, обычно так делают, между первым и последним, а остальное делят между теми визитами, которые были не первым и не последним в равной пропорции. Есть просто линейное распределение, когда мы взяли все деньги, помазали между всеми участниками цепочки в равной пропорции. Есть, соответственно, временное угасание или временное затухание. Ну, то есть, когда мы первому даем максимально, дальше уменьшаем по экспоненте или наоборот делаем. И, соответственно, есть более сложные модели, которые сейчас активно разные компании используют. Например, это Data-Driven, то, что сейчас внедрил Google AdWords. В Google AdWords, если вы подключаете у вас достаточно много трафика, она автоматически вам считает и называет модель Data-Driven. На самом деле, с точки зрения математики, там используется вектор Шепля. Если вам это ни о чем не говорит, ничего страшного, можно просто загуглить или отдать вашему веб-аналитику, я думаю, он разберется. Есть модель, соответственно, основанная на цепях Маркова, примерно то же самое, сложная математика, она каким-то сложным образом распределяет доходы между каналами. И последняя вещь, которую сравнительно недавно придумали ребята из компании Ovox, я не буду их рекламировать, но это хорошая компания. Они мне просто не заплатили за рекламу, поэтому не буду про них ничего говорить, просто у них есть своя модель какая-то атрибуции. Говорят, что она лучше, чем все, что выше написано. Иногда это так, иногда не совсем. Вот, собственно, коротко, что такое модель атрибуции. Давайте посмотрим на примере. Один раз меня пригласили попить чай в достаточно крупный интернет-магазин и показали результат своего эксперимента. Вот у них был действительно очень сильный веб-аналитик, я думаю, что он там в десятку лучших в России входит. Он придумал собственную модель атрибуции, которая была очень подходила к их бизнесу. И они, собственно, по этой модели атрибуции посчитали ROI всех рекламных кампаний. Я немножко сократил слайд, потому что компаний, конечно, было больше, чем 6. Но идея была такая, что давайте обрежем компании, у которых был низкий ROI. Ну вот вы видите там ретаргетинг и последняя компания под номером 5. У них самый низкий ROI. И кажется логичным их отключить, чтобы в среднем ROI увеличить. Ну, собственно, они взяли это и сделали. Ну, кажется, что, причем обратите внимание, что ROI у других компаний существенно выше. То есть кажется, что уж точно должно не стать хуже, но они это сделали и стало хуже. То есть, несмотря на то, что мы отключили самые худшие компании, которые нам самые были нерентабельные, у нас общий ROI по всей компании ухудшился. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Вот у меня есть несколько гипотез на слайде. Вы можете просто с места, я буду в микрофон озвучивать, говорить, если у вас какая-нибудь есть идея, почему так случилось.
Сезонность еще, да. Точка касания. Количество точек касания уменьшилось. Еще мысли. Ну, не стесняемся, руки поднимаем. Да, можно просто с места кричать, просто чтобы быстрее было, я в микрофон озвучу. Товары еще раз что? Отложенная конверсия. Согласен, что зависит от типа товара. Да, мы просто накидываем гипотезы, я даже не сказал, какой это магазин, то есть версии это могут быть любые. Окей, на самом деле, да, основная гипотеза была в том, что действительно отложенная конверсия. Ну, то есть мы отключили, дальше неделя прошла, понятно, что есть клиенты, которые доходят, потом которые уходят, и, соответственно, это не очень чистая история. На самом деле отложенные конверсии играли только в пользу этого предыдущей версии, потому что когда мы подождали еще одну неделю, ROI общий еще упал. То есть это совершенно точно были не отложенные конверсии. Вот. Но здесь уже была очень близкая к правде версия, действительно количество точек касания уменьшилось. И какая бы ни была модель атрибуции, все равно, к сожалению, ничего не получилось, как бы правильно они хорошо не считали. Сейчас я на очень простом примере, собственно, покажу, почему модели атрибуции не работают. Давайте представим для простоты, что у нас есть всего две рекламные кампании. Компания 1 и компания 2. И у нас есть три типа заказов. Первый, где люди приходили по первой или по второй компании, неважно, какая она была в последовательности, просто они использовали пару компаний. Потом, которые используют только первую и только вторую. И, соответственно, для многих бизнесов, ну, особенно это касается, там, например, СМИ или таких там, прошу прощения, которые используют как канал продвижения какой-то пиар, где для человека очень важно много источников информации получить. Поэтому у нас есть три типа клиентов, которые используют только один канал. Это либо компания 1, компания 2 и общая. Так вот, если мы отключим, например, компанию 1 или компанию 2, у нас есть огромный риск потерять, соответственно, тех клиентов, которым нужно обязательно 2 касания, и, соответственно, полностью весь источник. То есть мы потеряем не только атрибутированный доход, но и, соответственно, весь ассоциированный. Это очень важное замечание, поэтому как бы вы ни распределили деньги между каналами, у вас есть большой риск потерять это. Потерять, соответственно, ассоциированный доход. Я еще раз вернусь вот на этот слайд. Как вы думаете, а что за компания 1, у которых самый большой ROI? Ну, контекстная. Да, конечно. Правильный ответ – это, естественно, рекламная кампания на бренд. Так вот, на самом деле вы можете иногда отключить рекламную кампанию, у которой самый высокий ROI, но при этом, соответственно, общее ROI по бизнесу улучшится, потому что всех этих клиентов вы получите не через контексты, например, напрямую или через поисковый трафик. Собственно, самая важная мысль с моей презентации, она выглядит следующим образом, я даже специально отойду, что модель атрибуции – это не способ принятия решения. Это просто некоторый способ помазать доходы между вашими рекламными источниками. То есть какой бы у вас ни был бизнес, есть большой риск, что любая самая классная модель атрибуции вам не поможет принять правильное решение. Пожалуйста, учитывайте это, используя любую атрибуцию, которую вам там предложит либо, соответственно, ваш аналитик, либо вы используете из коробки. Вот. И, собственно, теперь самое интересное, а что делать? Что хочет на самом деле бизнес? Да, бизнес хочет знать, что будет, если я уменьшу ставки на эту рекламную кампанию или увеличу, или отключу, или сделаю какой-то микс, отключу две, например, рекламные кампании. И, собственно, как мы убедились выше, да, я показал простой пример, когда атрибуция просто не работает. Поэтому есть два достаточно простых решения, как это сделать. Достаточно простых – это относительное понятие. То есть самый простой, кажется, вариант – это просто взять, отключить и протестировать. Ну, то есть что может быть проще? На самом деле тоже с этим нужно быть очень аккуратно, опять же, по тем причинам, которые мы сегодня немножко коснулись. Да, это отложенная конверсия, это возможная сезонность, это количество точек касания и так далее. То есть, возможно, когда вы отключите одну рекламную кампанию, она покажет хороший результат, потом отключите вторую, которая была сильно антикоррелирована с ней, то есть она добавляла нужный трафик, то вы можете существенно просадиться. Поэтому тестировать нужно очень аккуратно, для этого нужен хороший веб-аналитик, который сможет все это аккуратно поставить. И основная сложность, конечно, это риск. Всегда страшно отключать какие-то рекламные кампании, даже контекст на бренд многие очень боятся отключать и годами прям не отключают, потому что реально страшно, а вдруг действительно доходы просядут. Ну, соответственно, есть более такой математический подход к этому. Можно взять и просто начать считать. Считать следующая история. Можно считать вероятность, что будет, если мы удалим просто визиты с цепочки, как это повлияет на продолжительность визита. То есть у нас есть такие рекламные кампании, которые всегда участвуют в цепочках, но если их выкинуть, то ничего не случится. И вторая история – это считать вероятность заказа. То есть посчитав две такие вероятности, опять же, ваш квалифицированный там веб-аналитик или дата-сайентист, кто у вас работает, всегда сможет гораздо лучше сказать вам, какое решение принять. Я специально сделал слайд вот такой, ее можно просто фотографировать. Здесь ключевые слова для вашего аналитика или дата-сайентиста, кто будет
будет этим заниматься. Я позволю себе просто не занудничать, не рассказывать про все эти вещи. Если кому-то интересно, я буду в кулуарах, и меня можно будет спросить более подробно про саму математику этого вопроса. Я думаю, что просто не все готовы это слушать. Ну, соответственно, да, презентация будет доступна, потом все можете это посмотреть. Ну, если он по делу, давай. По делу, применимо ли это, когда трафик клиента из Инстаграма и нет, нельзя включить Google Analytics, чтобы понять, от блогеров идут или с таргета? Да, я озвучу просто вопрос, если кто-то не слышал. Применимо ли это, когда идет трафик из Инстаграма и невозможно подключить Google Analytics? Я правильно сказал? Если ты не можешь трекать, то я не могу тебе помочь. Ну, то есть, если у меня нет инструмента статистики, я ничего сделать не могу, это просто гадание. Можно тестировать. То есть, единственный вариант, ну, просто смотреть свой документ из 1С, сколько денег пришло. Ну, вот как-то так. Но без Google Analytics или там Яндекс.Метрики мне, например, тяжеловато помочь. Собственно, идея алгоритма выглядит следующим образом. Я просто взял какой-то скриншот из какого-то Google Analytics и взял ассоциированные конверсии. Ну, вы все, наверное, у тех, у кого есть Google Analytics, могут посмотреть примерно похожий отчет. Ну вот и, собственно, вопрос. Будем считать, что вот эта поисковая реклама — это одна и та же компания. Как вы думаете, а что будет, если я ее просто отключу? Ну вот как изменится моя выручка, там потеряю ли я заказы или нет? Конечно, потеряю. Аргументация бронебойная, потому что мы пробовали, я согласен, тут вообще не поспоришь. А есть другие мнения в зале или все считают, что я потеряю? Надо считать, я согласен, что надо считать. То есть все считают, что я потеряю. А сколько потеряю? Ну, на глаз. У нас же, понимаешь, что я не сказал ни магазин, я просто взял скриншот, у меня там много Google Analytics, я взял первый попавшийся. Это, по-моему, даже не магазин. На 30% кто-то считает, что я просяду. А почему? Потому что вот, человек знаком с атрибуцией, потому что атрибуция на каждый канал примерно по 30%. Ну, или если 4, то 25%. То есть мы просто делим на, тупо пока делаем это. Если 4 канала, то есть мы 100 делим на 4 и получаем по 25%. Да, вот классно. Спасибо, что вы сказали, что вы делаете тупо. Вот, потому что действительно, если делать тупо, мы будем считать, что мы делим действительно в модели атрибуции. А теперь давайте просто посмотрим на вот эту картинку. У меня не случайно здесь выбрано так, что первый визит прямой. Вот первый визит вот в этих заказах всегда прямой. Да? То есть очевидно, что человек осведомлен об этой компании, об этом бренде, и более того, он после рекламной кампании, многие из них заходят по 6-7 прямых визитов. Вот последние две строчки в моих скриншотах. То есть очевидно, что на самом деле эта рекламная кампания с большой вероятностью, я не берусь там сказать, потому что нужно смотреть конкретно эту компанию, но с большой вероятностью она просто паразитирует на вашем прямом трафике. И если вы отключите, вы потеряете не ровно, как вы помазали, 25% или 30%, как вы сказали, а существенно меньше. То есть по моей оценке она совпала примерно с тем, что случилось. Мы потеряли там всего 20%. То есть 80% заказов мы просто оставили. Ну, там еще, смотрите, от посыла зависит, вы понимаете, от баннеров. Вот мы смотрели, от какие рекламные. Вот это еще неправильная статистика. Здесь нужно поставить рекламные кампании, здесь будет более эффективно. Я согласен, что это неправильная статистика. Я просто рассказываю идею алгоритма. Безусловно, ее невозможно рассказать без формул. Я просто рассказываю саму мысль, что если у вас есть веб-аналитик, он может оценить. Да? И зная предметную область бизнеса, смотря на рекламные кампании, это можно просто оценить на глаз. Безусловно, у меня специально стоит большой русский босс, чтобы сказать, что это не точно, на всякий случай. Собственно, идея алгоритма выглядит примерно следующим образом, что мы просто смотрим на рекламные кампании, но смотрим, разумеется, автоматизированно. Для этого, если у вас большой интернет-магазин, потребуются какие-то знания все-таки дата-сайенса. И посмотреть, помимо того, что какие у вас есть конверсии, вам нужно еще посмотреть, какие цепочки визитов в принципе существуют. Да, то есть вам нужно посмотреть прямой поисковую рекламу, были ли такие заказы и так далее. И эта же поисковая кампания, например, чтобы после нее были заказы, чтобы оценить реальные потери. Безусловно, это просто такой простой пример, как показать идею алгоритма. Собственно, на коленке это можно сделать следующим образом. Можно взять, подсадить человека, он набьет вам Excel. Это на самом деле для даже большого интернет-магазина это можно сделать за 2 дня. Он набьет на коленке такой Excel, первый клик, второй клик и вероятность того, что визит продолжится. Безусловно, это очень неточный способ, это просто иллюстрация, как это можно делать и что происходит на самом деле внутри алгоритма. Дальше вы грузите все последовательности визитов, я на этом акцентирую, что если вы возьмете дефолтный Google Analytics, у вас будут только мультиканальные последовательности до заказа.
Вы не увидите всех последовательных визитов, поэтому вам для того, чтобы начать это делать, придется немножко похимичить, либо использовать Google Analytics API, либо поставить собственную систему аналитики, либо сырые данные из Яндекса, то есть вам придется для этого немножко постараться. И третье, собственно, посчитать те самые вероятности визитов, о которых я рассказывал, помножить вот на те, которые вы экспертно задали в таблице. Самый простой способ, чтобы не считать эти вероятности, просто экспертно задать их в таблице. Собственно, после этого перемножить вероятности визитов на ту компанию, которую будет отключать. То есть, если вы отключаете эту компанию, соответственно, вам нужно будет уменьшить на ту вероятность, которую вы потеряете. Если это сложно, просто расскажите своему веб-аналитику идею, я думаю, он прекрасно поймет, о чем идет речь. Собственно, два кейса про модели атрибуции. Вот мы взяли, и честно это проделали для одного интернет-магазина, у которого были emotion товары. Я не знаю, что больше emotion вызывает, да, девушка или мишка, но вот я думаю, что это хорошая иллюстрация emotion товаров. И выяснилось, что их модель атрибуции, вот наше честное принятие решений, которое мы делали, да, очень сильно коррелирует с моделью просто first click. Ну, потому что оно и логично на самом деле. И потом мы много это считали и показали, что практически можно больше не морочиться, не строить сложные модели, просто взять first click, и это там на 87% коррелирует с вашей реальной, очень сложной моделью атрибуции, с вашим сложным взаимодействием с пользователем. Здесь как раз, поскольку мы говорим про партнерский трафик, я обещал что-то про это рассказать, не зря же меня сюда позвали. Здесь он на самом деле работал очень сильно, и сильно плохо и сильно паразитировал. Да, я честный человек, не надо так на меня смотреть. Коллеги из Метада недовольствуют. Вот. И в этом смысле как раз учтите, что когда вы будете делать, да, то есть вы можете существенно пересмотреть просто отношение ко всем рекламным кампаниям. Вот. Потому что понятно, что, соответственно, все теперь работает по last-клику, а вам реально нужен first-клик. Вам нужны реально те люди, которые приносят первые клики. Поэтому соответственно, внедряя эту историю, вы сильно измените просто подход к своему бизнесу. Ну и последний кейс, он сложный, это сложный какой-то выбор. Ну, я здесь поставил колонки от компании Pult.ru. Меня тоже не заплатили за рекламу. Вот. Соответственно, после того, как мы долго разбирались с тем, что у них происходит, на самом деле выяснилось, что очень важно количество кликов в цепочке. Вот молодой человек это упоминал сегодня. И это как раз оказалось очень важным фактором. То есть ни одна модель атрибуции классическая, ни U-Shift, ни там, воронка продаж, ни last click, ни first click не работали в принципе. Потому что ни одна из них не учитывала, что для человека для того, чтобы принять решение, нужно 6 раз ходить на сайт, а то и 8, в зависимости от типа колонок. То есть когда он делает сложный выбор, ему нужно и блоги почитать, и отзывы, и так далее. И Яндекс.Маркет напрямую не приносил трафика, но человек читал там отзывы и выбирал не по цене, потому что действительно там сложная очень аппаратура. И в этом как раз кейсе очень важно оказался партнерский трафик. Я его на самом деле очень не люблю, вот, но даже мне пришлось здесь признать, что на самом деле партнеры давали дополнительные визиты. И это было очень важно. То есть одна из наших первоначальных решений было просто отключить партнерский трафик, потому что он сам по себе по last-клику ничего не давал вообще. Но тем не менее он участвовал в той многоканальной последовательности много раз и давал реальные заказы, потому что отрубая вот лишние каналы, лишние источники, мы получали уменьшение средней длины визитов, и, соответственно, из-за этого общая выручка, общие бизнес-показатели просаживались. Ну, собственно, вот на этом у меня все. Я еще раз покажу этот слайд. Пожалуйста, запомните, что модель атрибуции – это точно совершенно не инструмент для принятия решения. Нужно просто искать ту модель, которая отражает реально вашу бизнес-метрику, что влияет на вашу выручку. Это может быть как количество визитов, так и источники, так и, соответственно, большое их разнообразие. Или если у вас, например, motion товар, это может быть просто first click. Собственно, всем большое спасибо за внимание. Спасибо тем, кто участвовал в дискуссии. Есть время. Ваши аплодисменты. Наверное, да, поотвечать на вопросы. Да, Алексей, ты присаживайся, наверное, и далеко не уходи. Вопросы из зала. Вообще меня слышно? Хорошо. Вопросы из зала. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Василий Юрицын, компания «Арматек». Хотел бы вот у вас уточнить, каким бы образом вы считали атрибуцирование трафика в розничные сети? У нас, скажем так, помимо интернет-продаж, есть еще и розничные точки. И достаточно большие. И есть определенный процент людей, уходящий из интернета, то есть те, кто знакомится с нашим товаром, они уходят в розницу. И есть обратный приток тех людей, которые побывали в рознице и приходят в интернет-магазин за покупкой. Потому что так удобнее. Леш, я попрошу тебя пересесть сюда? тут на Окей, время да, конечно. тех передвижений. Да.
Спасибо большое за вопрос. Он на самом деле, я его обобщу, да, что делать, если часть заказов мы просто не можем трекать, да? В этом же вопрос. Самый простой вариант — это просто тестировать отключение. То есть ничего лучше у вас, к сожалению, не получится. Я вам потом в кулуарах могу дать хорошую презентацию коллег, которые делали примерно то же самое, только для электростанций в Дубае. Там нет маркетинга, там есть такая же история с той же атрибуцией. Что делать, если включать некоторые источники по дороге? Дойдет ли электричество для потребителя? И трекать тоже невозможно. Можно просто считать звонки, обращения и гневный мат на арабском. Вот. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Владимир Донкин. Привлечение клиентов для стоматологии в Москве, Санкт-Петербурге, России. Вот сейчас мы думаем, как подступиться к CPA, и я вот услышал там веб-аналитик, дата-сайентист. Я думал, достаточно менеджер по CPA. А вот или как должна быть выстроена команда в вашем понимании? Это должен быть внутренний или он должен пользоваться вашими услугами? Как формируется цена на это? Моими услугами? Нет, моими услугами надо пользоваться. Смотрите, о чем идет речь, что если вы строите маркетинг вообще, да, маркетинг же это не только CPA. Веб-аналитик нужен, чтобы понять, куда вам засунуть деньги. Он может посчитать один раз. Если у вас достаточно стабильный бизнес, то есть стоматология не меняется, например, у вас там нет условно такой истории, как, например, с детскими товарами, да, которая там в декабре одна модель, летом другая модель, ну, просто в силу там специфики бизнеса. Если у вас стабильный бизнес, вы можете просто пригласить веб-аналитика или взять его в штат, он вам просто посчитает и скажет: окей, давайте сейчас протестируем CPA-ки, тем более мы их ни разу не пробовали, посмотрим, что с ними будет, дальше их не атрибуцируем, а примем просто решение на основе тех данных, которых у нас есть. Больше мне нечего добавить. Это просто разные совершенно работы. Есть маркетологи, которые привлекают трафик, есть люди, которые считают, что они привлекают. Вопрос. Микрофон. А какую модель оплаты? К чему привязать это фикс или фикс плюс за что-то? Веб-аналитику? Не знаю, откройте Headhunters, просто позовите их на собеседование, как договоритесь. Ну, то есть, Я Мне кажется, правильно что- понял, что вопрос был про ставки, а не про оплату веб-аналитику? Основной нужен результат, чтобы за те же деньги получать больше итоговых клиентов. Вы тогда все-таки либо давайте на позже перенесем личное общение, либо просто более четко поставьте задачу. Быстренько только. Как платить этому веб-аналитику? Привязывать это к окладу или какой-то процент вознаграждения, и существует ли какая-то... Потому что в большинстве случаев, мне кажется, эти цифры вообще не анализируют и атрибуцию не применяют, а деньги там есть. дайте долю в бизнесе. И нулевой оклад, да. Следующий вопрос. Здравствуйте, у меня два вопроса. Первый. Бывают такие рекламные кампании делают для узнаваемости бренда и говорят, что они влияют. Вот как их правильно атрибуцировать? Тут какой-то другой механизм стоит использовать для оценки? Или так же, как все, смотреть, анализировать? Давайте последовательно буду отвечать, да, вы потом на второй зададите. То есть я как раз рассказывал про то, что да, вот, например, такие компании, их невозможно, они в атрибуции не будут участвовать, скорее всего. То есть, например, есть баннерка, который там есть очень хитрый хак в Яндексе, где можно вешать баннеры свои, по ним не будут справа кликать, но при этом на узнаваемость бренда это будет влиять. Часто используют, например, в недвижке. Вот. И на самом деле, да, то есть можно их просто, опять же, протестировать тем же самым отключением, можно просто посчитать вероятности, что происходит при включенном баннере. Это чуть более сложная история, вам просто нужно с точки зрения Data Science добавить некоторую фичу в модель, просто типа включена рекламная кампания, там, например, брендовая, да, там в вашем случае, или, соответственно, RTB какой-то, и что происходит при ней, или, соответственно, при отключенной. Я ответил на вопрос? Понял, да, тоже отлично. пробуем отключать. Второй вопрос. Когда нужно все-таки методом отключения тестировать, каналов несколько, на какой период отключать и в какой последовательности пробовать? Спасибо большое, прям классный вопрос. Я не хотел про это рассказывать. Это очень долго, но раз спросили. Идея в следующем, что понятно, что на самом деле, если у вас компания N, то способов отключения CSM по N. Это число сочетаний, сложная формула, не обращайте внимания. Смысл в том, что отключать по одному может привести к нелокальному оптимуму вообще всего бизнеса. Поэтому вам сначала нужно найти сильно антикоррелированные каналы, если вы понимаете, о чем я говорю. Да, потому чтобы они друг друга дополняли. И отключать их в такой последовательности. То есть если вы отключите скоррелированные каналы, вы можете ничего не почувствовать. Вам нужно находить антикоррелированные каналы и их отключать по одному. Так у вас больше шансов не свалиться в локальный оптимум.
Если вы поняли, это просто прекрасно. Если нет, я потом вам подробно объясню. Это понял. А как надолго отключать? Да, прошу, вот вторая тоже часть классная. У вас есть самый банальный вариант. Вы посчитаете среднее число дней до конверсии. И, соответственно, это число нужно умножить на примерно 30%. Это будет хороший запас. Ну, вообще, там 30%, я могу даже объяснить, откуда оно берется, вот, если там интересно. Но логика такая, среднее число дней до конверсии и умножить там на 30%. Этого достаточно. То есть, например, 10 дней до конверсии, тогда 3 дня достаточно отключить. Нет, чтобы... наоборот, добавить Добавить, 13. то есть 13 дней, Да. чтобы надежно было. Ну, там просто есть вероятность интервала, там чуть можно поколдовать с этим, но смысл 30% вам хватит. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще вопросы? Ну, я еще один вопрос задам. Да, конечно. Можно вернуться там на сколько-то слайдов назад? Да, вот он кликер, по-моему. Где ты что-то рассказывал про аффилиейт? Где что-то рассказывал про аффилиейт. Да, что он не работает. Вот на слайд симпатичной девушки просто хотел вернуться. Да. Так ненавязчиво про это сказал. Если я просто. правильно понял, то все-таки у вас будет товар воздушный, emotion товар, здесь все-таки мишка. Да. Где потенциальный покупатель покупает эту мишку условно даже с сотового телефона, ну, со смартфона, увидев его где-то в Инстаграме, ему понравился, и он думает, что, допустим, к мишке будет прилагаться такая девушка, да? Картинку я просто взял от балды, если честно, не важно. С какого-то лендинга какой-то товарной сети, наверное. Вот. То здесь, соответственно, партнерский трафик показывает низкий ROI. А в какой это модели атрибуции? Смотри, мы считаем в целом, то есть, по сути, конкретно для этого бизнеса, да, я не говорю, что он всегда не работает, конкретно для этого бизнеса получалась следующая история, что первых кликов он практически не переводил. Но после этого он жестко делал хороший ретаргетинг, то, что по сути не влияло на бизнес, да, и получалось так, что партнерскому трафику получается нерентабельный ROI из-за того, что мы и так уже получили этого клиента по first клику. А first click, соответственно, практически не приводил партнерский канал, и пришлось поэтому отключить. И ROI существенно общее по всему бизнесу улучшилось. Ну, то есть таким образом шейвят своих мастеров товарные партнерские сети, например. Ну, например. Например. А если поставить следующий слайд? Извини, что заставил тебя еще раз подняться, да? То здесь в случае, назовем его белого e-commerce, да? Да, большого. Чистого, пушистого, кристального, прозрачного, да, партнерский трафик показывает высокий ROI. А почему? Потому что товар сложный, продукт сложный, и время на принятие решения требуется много. Нет такого, что ты увидел в инстаграмчике фото вот этой аудиосистемы, да, и а что бы не купить? Ну да, то есть это, здесь конкретно идет речь просто про сложный выбор. Он вообще не только про аудиоколонки, да, в принципе, где требуется много источников для принятия решений, где люди читают обзоры, статьи и так далее. Это может быть машина, там, недвижимость, все что угодно. Все, что требует большого выбора, очень похоже на то, что количество кликов сильно влияет. Ну, по крайней мере, те кейсы, которые я видел. И таким образом мы еще раз приходим к тезису, который был показан в конце презентации. Кликер у тебя? Да. Что модель атрибуции — это... Что она просто не инструмент для принятия решений. Не last click, не first click. Нужно учитывать совокупность каналов, и если у вас большой серьезный бизнес. Ну, это нужно учитывать. Вопрос еще из зала есть? Ну, тогда четко по таймингу мы переходим к панельной дискуссии на тему атрибуции трекинга. Да. Еще раз большое спасибо Алексею. Алексей, вы остаетесь.